Кажется, что полуостров, который на машине можно пересечь всего за час, небольшой. Но именно здесь встречается Европа и Азия. И здесь встречаются два моря. Здесь в ожесточенных боях сталкивались греки, турки, украинцы, кавказцы и русские. Поэтому это место можно назвать мультикультурным. Вы на канале Ян Боян, и мы на Таманском полуострове. Поехали! Я приехала в Тьму-Таракань. Не верите? Вот он, каким ветром занесло меня в город, который Лермонтов назвал скверным. Мы даже гордимся, скверны. Как живут и встречают гостей здешние казаки. Вот это я удачненько попала. Что бабушки делают на производстве таманского вина? Да, вот это бутылочка. И правда ли, что красное и белое можно оскорбить? То есть вино может обижаться? Да. А современники Сократа отстроили тут целый город. А хотите отправиться в Грецию, не покидая пределы России? Да уж, такое побережье Краснодарского края вы точно не видели. Ну что, начнем с фактов. Тамань – это тихий курорт в западной части Таманского полуострова. Входит в состав Краснодарского края. История этой станицы такая, что легко могла бы попасть в учебники сразу нескольких государств. Если, конечно, этого еще не случилось. Тамань небольшая. Постоянно тут проживают около 10 тысяч человек. Летом станица задыхается от наплыва туристов, а они то и дело норовят попасть в самое таманское сердце, туда, где жили люди, говорившие с Сократом на одном языке. А хотите отправиться в Грецию, не покидая пределы России? Не верите? Смотрите сами. Станица Тамань считается одной из древних в России. Представьте, люди жили здесь в VI веке до нашей эры. И это были греки. В основном они занимались торговлей, хлебом, Средиземноморьем, за счет чего город и смог получить экономическое развитие. Тут они вырастили сорт винограда, который стал прародителем для современных российских ягод. И выстроили город. Правда, сейчас в это слабо верится. Сначала может показаться, что это просто камни и песок, ну или какая-то стройка. Но если включить воображение, можно представить, как здесь жили люди. Здесь, видимо, была узкая прихожая, тут 2 комнаты, а сверху черепичная крыша. Такая малометражка с видом на море. Мы можем видеть, насколько близко здесь находятся друг к другу фундаменты. А почему один выше, другой ниже? Немножко разное время. Сначала был возведен один дом, возможно, он был разрушен. Потом приходит новый строитель, выкапывает новую траншею для фундамента, закладывает камень и возводит новый дом. Но если места было так мало, зачем они сюда вообще приехали? Оказывается, все решили деньги. Этот кусок земли географически был очень выгоден. Вы сами видите, до моря рукой подать. А значит, здесь проходили многие торговые пути. Поэтому местные жители неплохо зарабатывали на купле-продаже. Затем приходили половцы, черкесы, турки. Да кого здесь только не было. Они воевали, а временами как-то мирно уживались. Но если от греческих домов сохранились одни основания, турецкий фонтан в центре станицы устоял. Что вы представляете, когда слышите слово «фонтан»? Эта вода бьет из-под земли под напором, правильно? Вот и я так думала. Но на самом деле турецкий фонтан совсем другой. Это вот такое маленькое здание с решетчатой дверью. Попросту колодец. Во время оккупации сюда приходили измученные жаждой немцы. Да, в принципе, и для местных жителей турецкий фонтан долгое время был единственным источником пресной воды. Ну что, пробуем? Честно, немножко страшно ее пить, но она вообще ничем не пахнет. Вода водой. Надеюсь, не отравлюсь. Ой, там что-то плавает. Вот такой фонтан получился. Жидкость оказалась хорошей. А как работает эта конструкция, ученые не понимают до сих пор. Ведь пресной воды в станице нет. Вернемся в древний город, который при князе Святославе Игоревиче в далеком 956 году русские все же отвоевали.
и назвали... Я всегда думала, что Тму-Таракань – это вымышленное место, а оказывается, вот он, этот город действительно существовал, здесь, в Тамане. Затем снова были войны, потом русско-турецкое побоище в 18 веке. И после победы Екатерина II издала указ о заселении полуострова участниками сражения – запорожцами, то есть будущими кубанскими казаками. Чуть больше 200 лет назад сюда пришли первые казаки и построили первый православный храм. Вот этот. С этого момента начинается история Тамани. Правда, основание храма уходит в историю гораздо глубже. В начале 20 века храм реставрировали, и ученые выяснили, что храм стоит на древнем фундаменте. Но на каком, греческом или турецком, до сих пор неизвестно. Но как первые казаки здесь зимовали? Ведь после войны все было разрушено и дома приходилось отстраивать. Как это было, можно увидеть в крупнейшем, красивейшем музее точной копии казачьего города Атамань. И мы с вами в него не попадем. Потому что я до такой степени везучая, что именно в то время, когда я сюда приехала, музей решил закрыться на реконструкцию. Площадь, рынок, церковь, харчевня, хаты – все это на территории размером с 30 футбольных полей. Ты это, заходи, если что, но после реконструкции. На самом деле это очень известный музей, все советуют сюда приехать, поэтому если вы приедете в Тамань, сходите сюда. А если вы уже здесь были, напишите в комментариях, как вам здесь. Что же делать бедному туристу? Может, казаки подскажут? Я хотела очень попасть в Атамань, но они сейчас закрыты. Я прочитала, что здесь есть музей казачества. Конечно, это в нашем штабе казачьем. Берите нас за руки, и мы вас проводим. Вот это я удачненько попала. Попало так, что в музею экскурсию мне проводят тоже казаки. А вокруг вещи, которыми 100 и более лет назад пользовались местные хозяюшки. И попробуй угадать как. Вот, например, что это? Орудие пыток для загулявшего мужа? Утюг. Утюг? Да, утюг это вот такой вот. Вот так вот бралась вот такая катка, на нее ложилась вещи и вот так раскатывалась. Ничего вот это себе. вот рядом, например, находящийся вот здесь вот это вот, это кухонный комбайн. И где же еще, как не здесь, можно увидеть шашку, побывавшую тогда в бою? Шашки пошли в основном с Кавказа. Это шли черкесские шашки. Раньше были обычные мотыги, какие-то топоры. Шашки были взяты именно вот постепенно, с боями, годами, сотнями лет это все проходило. Вот тебе и мультикультурность. А бурка чья? Я такую видела в Грузии. Это казачья бурка. Да, она взята именно с Кавказа, тоже кавказцы тоже. Казаки взяли что-то у кавказцев, кавказцы что-то взяли у нас. То, что вы видите бурка, это не значит, что вот казаки были такие большие. Как бы я сам не маленький, но именно вот часть бурки, это им одевалась на лошади, прикрывала часть лошади. Чтобы ей тоже не было холодно? Да. Полюшка, поле, полюшка, широко поле, едут по полю герои, ой да славный русичий герой. А самое интересное, здесь историю можно потрогать, взять в руки. Ну вспомните, в каком еще музее старины вам вот так просто разрешат присесть и почувствовать себя, например, казачкой? Можно сесть? Да, можете присаживаться. Но засиживаться долго нельзя, ведь я в краю 3 морей. Так его называют местные. Черного, Азовского и... А 3-го моря не найти ни на одной карте. Но покажу. Поехали.
Я подъезжаю к косе Тузла, полоски суши в воде. Да, такая есть в России. Коса Тузла находится на Таманском полуострове. Лежит между главными курортами и Республикой Крым. И это не просто кусочек суши, а место, где встречаются с юга Керченский пролив, а с севера Таманский залив. Сувениры здесь можно набрать прямо на берегу. Смотрите, какая огромная. За миллионы лет косу высушивало палящее солнце и топил шторм. 20 лет назад ее пришлось восстанавливать, засыпать песком. Сейчас ее длина 4 километра, а сколько ширина сказать сложно, потому что коса постоянно увеличивается из-за выносимых на берег песка и ракушек. А там, где коса заканчивается, начинается Керченский пролив. Вот он, Керченский пролив, место, где встречаются сразу же два моря. Рядом со мной Черное, а за мостом уже Азовское море. Поэтому летом здесь можно искупаться сразу же в двух морях. Керченский пролив соединил два моря и стал границей между Европой и Азией, которая тянется от побережья Карского моря до пролива Босфор в Стамбуле. И это место настолько волшебно, что у него есть даже свой миф. По греческим рассказам Зевс влюбился в Ио, и чтобы скрыть связь от жены Геры, бог грома и молнии превратил возлюбленную в корову. Но супруга узнала и наслала на любовницу огромного овода, который заставил обижать ее полмира и даже переплыть Керченский пролив. Ио бежала со стороны Крыма, то есть вон оттуда, проплыла весь Керченский пролив и вышла здесь, на берегу. Возможно, ей было бы проще, если бы в то время был Крымский мост, который сегодня соединяет Краснодарский край и Республику Крым. Местные говорят, что со строительством моста дельфины просто наводнили море. И летние видео, на которых черноморские дельфины подплывают к людям очень близко, это подтверждают. Вообще класс. Смотрите, метр от меня. Смотрите, ребята. Вообще балдеть. Только нужно быть аккуратным. Говорят, что они рыбой кидаются. И это не шутка. Вот так это было прошлым летом. На кадрах видно, дельфин подплывает к туристам и кидает в них огромную рыбу. Но если здесь Азовское и Черное, то должны быть хотя бы морепродукты. Все, кажется, пора обедать. Тем более интернет-гурманы нахваливают какую-то особую местную рыбу. И я выбрала один из лучших ресторанов, где подают к обеду утренний улов. И первым ко мне приплывает гребешок под мексиканским соусом сальса. Это божественно. Гребешок такой нежный-нежный. А в сочетании с такой подачей, что? Уже время для вина? Здесь, как вы поняли, без вина никуда. На второе ризотто с морепродуктами. Невероятно вкусно, как в Италии. А вместо десерта та самая рыба, за которой охотятся все российские гурманы – черноморский пеленгаз. Просто зацените подборку звуков, которые о вкусе скажут больше. Простите, я не могу ничего записывать, это очень вкусно, я просто не могу остановиться. Ну вот и пришло время раскрыть карты. Третьим морем, наряду с Азовским и Черным, жители Тамани называют Винное. В шутку, конечно. Спасибо уникальному географическому положению Тамани, за счет которого местный климат похож на тот, что в провинции Прованс.
где выращивают виноград и создают уникальные вина, известные по всему миру. Поэтому неудивительно, что на полуострове Тамань очень развит винный бизнес, и на производство даже пускают туристов. Я на винодельне, которая раскинулась аж на 12 тысяч гектаров. Здесь производят миллионы бутылок в год. И мне пообещали дать попробовать какое-то эксклюзивное вино. И вы только посмотрите на эти трехэтажные цистерны. О, какая она глубокая. Вот это эхо. Да, вот это бутылочка. Сюда ссыпается свежайший виноград, который бродит неделю. Объем одной такой емкости 20 тысяч декалитров. На площадке находится в районе 5 миллионов декалитров виноматериала. Вот это цифра. А в бутылках это сколько примерно? 70 миллионов. 70 миллионов бутылок. Да. Нашей команде на всю жизнь хватит. Здесь и пробовать вино не нужно. Сводит с ума даже ароматы. Какой здесь аромат? А можно мне так туда? Оп! И прыгнуть. И как только вино побродило по цистернам, оно отправляется в зал выдержки. И вы ни за что не догадаетесь, как здесь называют напиток богов. Наш главный винодел каждый день, обходя свое детище, своих маленьких деток, А эти огромные цистерны здесь прозвали, не поверите, бабушками. Потому что они нянчат вино как внучат. Звучит странно, но у виноделов свои суеверия. Ян, я прошу вас немножечко потише. Вы слышите, я очень тихо разговариваю. То есть вино может обижаться. Да, вино может обижаться. Мы разговариваем тихо и почтительно. Да. В подвалах, где вино в деревянных бочках хранится, аромат сразу поднимает настроение. Это за счет испарения. В процессе хранения в бочках происходит испарение небольшое за счет того, что наше вино с вами дышит через поры. Вообще до 8% за год может испаряться из бочки. Ну, это прилично. Это почти 10 бутылок в год из одной деревянной бочки просто испаряется. Много веков назад виноделы не понимали, почему напиток пропадает, и придумали легенду, будто ангелы спускаются с небес и забирают немного на хороший урожай. И назвали это долей ангела. Есть доля ангелов, а здесь сейчас будет доля Яны. А может быть, так и испаряется вино? Холодное, газированное, нефильтрованное. И зачем его выдерживают в бочках? Можно же и так. А знаете ли вы, что красное вино не было бы такого приятного красно-кирпичного оттенка, если бы не выдерживалось в бочке? И почему цилиндрический сосуд делают из дуба? Если знаете, ставьте лайк. А если нет, я вам сейчас расскажу, потому что я познакомилась с человеком, который в своей жизни сделал 1000 бочек. Знакомьтесь, это мастер цеха Павел, который для бочек выбирает лесных красавиц самого почтенного возраста. Возраст обычно от 80 до 120 лет. Либо оно будет еще зеленое, ну, то есть оно будет отдавать совершенно другие вещи. Дуб, потому что в нем меньше смол, которые придают вину неприятный привкус. А доски, или как их здесь называют клепки, пилятся только по вертикали. Видите, какая была и какая у нас сейчас уже получилась. Лучи у нас идут по всему телу материала, для того, чтобы материал держал нам нужное время удерживания и бочка не пошла в негодность. Затем мастера делают вот такие деревянные юбки, укрепляя снизу кольцами, и отправляют в кипяток на час. Бочку только соединили, и мне прям интересно, горячая она или нет, потому что пар идет, но до какой степени? Ну, прикасаться можно.
После зимы, после снега можно греться, туда залезть. И пахнет. Получается, просто вода размачивает, условно, грубо говоря, размачивает дерево, и дерево становится более податливым. Ну, нет такого лома, во-первых. И, соответственно, он более такой податливый для того, чтобы деформировать его в будущем уже. То есть цилиндрическая форма не вырезается. Изгиб получается с помощью горячей воды. Бочка готова. Только зачем ее жгут на костре? Мы делаем это для того, чтобы придать будущему выдерживанию напитков определенный аромат и цвет. В зависимости от срока обжига, соответственно, от силы обжига, бывает запах и каких-то фруктов. То есть получается, даже дуб при помощи обжига дает цитрусовые свойства. Да. Другими словами, сахара в дереве кристаллизуются и отдают вину самое вкусное, меняя при этом его цвета на более благородные. А моя экскурсия продолжается, и это самая вкусная часть. Артем, научите меня, как правильно дегустировать вино. Передо мной 4 бутылки вина. Мы с вами начнем с игристого вина, произведенного классическим способом брожения в бутылке. Какие-то вкусные местные сыры и настоящий сомелье. У экспертов это называется так. Сначала глаз вина. Пузырики углекислоты стремятся наверх, и всегда по контуру бокала у вас будет ожерелье из пузырьков. Это говорит о качественной продукции. Теперь нос вина. В аромате кизил, чернослив, ноты чернослива, даже какие-то джемовые ноты. Я бы в жизни не угадала. И, наконец, рот вина. То есть пробуем. Чувствую цитрус и нотки ванили. Не работа у вас, господа сомелье, а рай. А какие еще преимущества? Я слышала о том, что в Советском Союзе были документы специально для дегустаторов, что они могут ездить чуть-чуть пьяненькими. Мы же в России живем. Если бы сейчас были эти удостоверения, то наверняка Они каждый были второй бы у был бы всех, дегустатором. да. У меня удостоверения нет, поэтому пешком иду заселяться в отель. Удиви меня, станица. Ведь бывалые туристы говорят, здесь нет комфортных отелей и обслуживание так себе. Но я нашла один из самых современных отелей, который стоит прямо у Крымского моста. Внутри отдает свежим ремонтом и немецкой минималистичностью. Мило, уютно и чистенько. И огромная кровать. Минутка релакса на кровати с американским размахом King Size, и я уже снова в пути. Точнее, на главной набережной станицы. Какое же здесь море красивое! И это зимой. Не понимаю, почему один очень известный всему миру писатель так сильно не взлюбил Тамань. Тамань – самый скверный городишко из всех приморских городов России. Так назвал этот город Михаил Лермонтов устами своего героя Григория Печорина. И что вы думаете, сделали местные? Обиделись? Нет. Они возвели честь поэта-музей. И что ему здесь не понравилось? Люди отзывчивые, дом на берегу моря, правда крошечный. О, какая милая маленькая дверь. Но такой маленькой, оказывается, ее сделали не для того, чтобы мы умилялись. Сейчас все расскажет научный сотрудник музея. Когда сюда пришли казаки, незадолго до Лермонтова, в 1792 году, то это практически пустая земля. Ни камня, ни леса. Досок нет, дерева нет. Поэтому низенькие из того, что было. Вот все так неказисто, скромно, бедно. И вы только посмотрите, как жил поэт. Никаких тебе перин и шелка. Какая маленькая комната. И вот здесь жил великий поэт. Зато вид потрясающий из окна. Но хорошо быть и не могло, ведь сюда автора отправили в ссылку за критику политического строя. Зато именно здесь он нашел вдохновение на целую главу про Печорина для героя нашего времени. Лермонтов не скрывал, что произведение автобиографично. Например, Печорин, как и Лермонтов, в Тамане были проездом.
А на подобной лодке Печорин катался с контрабандистами, которые пытались его убить. Случалось ли это с автором на самом деле, Лермонтов хитро умолчал. Правда, настоящий дом автора не сохранился. Берег размыло водой, и хата просто сползла в море. А жители, которых поэт так не взлюбил, построили точную копию по книге. Вам вообще не обидно, что Лермонтов назвал Тамань скверный городишко? Нет, мы даже гордимся, скверный, потому что в сквере находится, в приличном месте, куда народ любит выходить, и в сквере, прогуливаясь, зайти и к поэту великому русскому. Игра слов, в общем. Скверов здесь и правда много, как и домов в казачьем стиле, похожих на тот, в котором жил Лермонтов. Посмотрите на самый старый район станицы, ведь он буквально усыпан белыми низкими хатами. Их так называют тут до сих пор. Мы пришли с вами в гости к одной из старейших жительниц Тамани, Марье Ивановне. И в каждом дворе остался маленький кусочек большой истории. Здесь даже сохранился бассейн, в котором до сих пор есть вода. Вы мне сейчас скажете: Яна, это же колодец. Нет, в Тамани называется это бассейн, потому что вода здесь была привозная. А еще я слышу, как меня уже встречают и ждут песнями, возможно, даже танцами. А встречают меня по-казачьи громко. Марья Ивановна, идут! Здравствуйте. Хорошие гости хату идут. Искомой милая, искомой мила, искомой охо-хо, моя чинобривая. Не балуй, милая, не балуй, милая, не балуй, охо-хо, моя чернобривая. Знакомьтесь, это Мария Ивановна Фармакидова. Ей 83, а ее дом всегда полон гостей и подруг. Сегодня, специально для меня, они приготовили типичный казачий обед. У нас вареники с картошкой, именно кубанские вареники. Их поливали особенной подливой, которая состояла из жареного лука и растительного масла. Здесь все домашнее. Вареники, сало, вино, все домашнее. А я так надеялась, меня научат готовить казачье блюдо. Но здесь так не принято, когда гости накрывают на стол. Правда, это и не важно, когда на одном маленьком полуострове за столом собираются украинцы, русские и болгары, запевая под гармонь казачьи песни про современную Тамань. Утро откроет просторы, ветер развеет туман, и открывается взору наша родная Тамань. Песня летит над станицей, слышит ее вся Кубань. Этот полуостров заставил меня плакать, танцевать и смеяться, а еще постоянно узнавать что-то новое, удивляться, иногда даже мерзнуть. И отдохнув здесь почти неделю, могу сказать точно, насчет скверного с Лермонтовым я бы обязательно поспорила. Но это было слишком давно, чтобы быть сегодня истиной. Когда я сюда ехала, я думала, что здесь самая богатая история. Это, конечно, так, но я ошиблась вот в чем. Главная ценность этого региона – это люди. Такой открытости и такого гостеприимства я не встречала уже очень давно. С вами был канал Ян Буян. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. И помните, со мной вы будете скучать по местам, в которых еще не бывали.